В этом видео я хочу поделиться с вами секретом того, как сохранить свою адекватную самооценку в ситуации провала или какого-то неприятного события. Что означает для вас провал? Означает в личном плане. Запишите мысли, которые приходят вам в голову. Подробный разбор помогает не только справиться с негативными ощущениями через проговаривание, через анализ, осознание, но и понять, что произошло, а потом разработать пошаговую стратегию на будущее. Здравствуйте, друзья! Как пережить неудачу, проигрыш, провал или фиаско? Неудачи подрывают нашу самооценку, они убивают нашу веру в себя и в свои силы. Но можно ли пережить проигрыш и суметь как-то очень быстро восстановить свою самооценку в любой ситуации? Оказывается, можно. Для этого даже разработаны специальные упражнения. С одним из таких упражнений я хочу познакомить вас сегодня. Но сначала давайте разберемся, что значит для вас провал и неудача. И делают ли они вас неудачником? Очень часто, когда человек говорит: «У меня никогда ничего не получается, я неудачник», на самом деле он имеет в виду нечто другое. На самом деле он имеет в виду: «Я не смог достичь своей цели», или «Я потерпел фиаско в этом деле», или «Я допустил ошибку». И существует огромная разница между провалом и поражением. Провал означает, что вы сдаетесь, вы закончили борьбу, опустили лапки и по-настоящему сдались. А поражение означает, что вы всего лишь ждете шанса, чтобы возвратиться и снова сражаться до победного конца. Обратите внимание, что ситуация не изменилась. Но какая разница в оценке этого события? Подумайте об этом на досуге. Вы действительно неудачник? Или, как все, совершенно нормальные люди, вы совершаете ошибки, учитесь на этих ошибках, и это делает вас сильнее и лучше? А теперь настала пора для упражнения, которое разработал эксперт по посттравматическим расстройствам Глен Ширальди. Он описал его в своей книге «Самооценка». Я использую эту схему для работы со своими клиентами в кабинете. Обычно это занимает некоторое время, от 2 до 4 сеансов. Так что и вы не торопитесь и старайтесь отвечать на вопросы подробно и честно. Работа наша будет состоять из 2 этапов. Первый этап называется 3 вопроса, а второй этап называется разбор конкретной ситуации. Итак, на первом этапе, если вы тяжело переживаете неудачи, проигрыши или ошибки, вас эти неудачи надолго выбивают из колеи, вам сложно восстановить свою самооценку, постарайтесь ответить всего на 3 вопроса. Первый вопрос: в чем люди, в том числе и вы, терпят неудачи или испытывают ситуацию провала? Второй вопрос: что для вас означает провал, неудача или проигрыш? И третий вопрос: что помогало вам справиться с негативными переживаниями во время какого-то конкретного события и после него? Возьмите в руки блокнот, ручку и запишите ответы. Не торопитесь. Давайте начнем с первого вопроса. В чем? Конкретно, в каких областях жизни вы чаще всего терпите неудачу? Вот несколько вариантов ответов. Работа, брак, воспитание детей, образование, достижение идеального веса, отказ от курения, достижение какой-то определенной конкретной цели. Возможно, вы назовете что-то свое. Выберите из того, что я предложил, или из того, что сами вы назовете. Напишите то, что ближе всего к вашей ситуации. Где, в какой области. Да? Переходим ко второму вопросу. Что означает для вас провал?
означает в личном плане. Запишите мысли, которые приходят вам в голову в ситуации проигрыша. Вот несколько примеров негативных таких суждений. «Я плохая» или «меня никто не любит» или «меня отвергают», «я нехорошая», «меня оценили, взвесили, признали негодной», «от меня нет никакой пользы» или «моя самооценка ниже плинтуса» или «я всего лишь человек, все ошибаются и проигрывают, это нормально». Если ничего вам не отзывается, постарайтесь записать какой-то свой вариант ответа, отследить свои мысли, которые возникают в ситуации проигрыша. Запишите эти мысли, эти негативные суждения о самих себе. И, наконец, ответьте на третий вопрос. Что помогало вам справиться с неудачами, с провалами в прошлом? Мои варианты ответа. Например, мне помогало обсуждение этой ситуации, этого опыта с каким-то близким человеком. Мне помогало обсуждение ситуации со специалистом, психологом или психотерапевтом. Или я разрешила сама себе не справиться с этой ситуацией. Ничего страшного не произошло. И отпустила ее. Или я просто простила себе этот проигрыш. Вот было и было, все. И как только я себя простила, все ушло. Я сказала себе, что через несколько лет это вообще не будет иметь никакого значения. Ну, давай подумаем, что будет там, как ты посмотришь на это через 5 или через 10 лет. Или я разработала какую-то стратегию действий, которая помогает мне избежать повторения подобного, и от этого я ощутила огромное облегчение. Наверное, вы уже заметили, что анализ и рационализация ситуации помогают нам не только пережить саму эту ситуацию, но и разработать какую-то стратегию на будущее. Как только вы закончили этот первый этап, можно переходить ко второму. Необходимо будет разобрать какую-то конкретную ситуацию, какой-то конкретный проигрыш, неудачу, ваше фиаско в чем-то. И на основе этой конкретной ситуации вам нужно будет искренне ответить для себя на вопросы. Первый вопрос. А что хорошего было в этой ситуации? Запишите свои мысли по этому поводу. Ну, например, вы смогли увидеть человека, с которым общаетесь с другой стороны. Он вдруг оказал вам поддержку. Или ваш коллега, с которым вы никогда не были близки, вдруг проявил к вам сочувствие в этой ситуации. Или, да, произошла неудача, вы потерпели фиаско, но вы для себя открыли, что вы, оказывается, можете выдерживать огромный стресс и большое давление, что вы не сорвались, например, когда на вас стал кричать начальник, не ушли в истерику. Второй вопрос. Есть ли какая-то польза в том, что я не добилась того, что хотела, что не получила того, что хотела? Постарайтесь найти хотя бы маленькие крупинки чего-то такого хорошего в своей неудаче. Найти какую-то пользу в том, что я, например, научилась чему-то, что тоже неплохо. Следующий вопрос. Могу ли я научиться преодолевать подобные ситуации? Чаще всего у меня на сессиях мы отвечаем «да». Потому что мы никогда не перестаем развиваться. Мы можем научиться преодолевать даже самые сложные ситуации. И если не преодолевать, то хотя бы научиться их проживать с наименьшими потерями, более экологично. Да, любая сложная ситуация, неудача, ошибка, фиаско учат нас еще и преодолевать подобные события, и это делает нас сильнее. Следующий вопрос. Были ли признаки надвигающегося кризиса? Возможно, я что-то не заметила, не заметил. Возможно,
Можно было обратить внимание на то, что муж перестал проявлять ко мне знаки внимания, которые были раньше между нами, что он стал приходить позже, что он меньше времени проводит с нами во время выходных. Были признаки, на которые я не обращала внимания. Выпишите себе эти признаки, которые касаются конкретной ситуации. И последнее. Если подобное произойдет снова, что я смогу сделать, чтобы принять меры при первых же сигналах? Да? Запишите все, что вы могли бы сделать в подобной ситуации. Подробный разбор помогает не только справиться с негативными ощущениями через проговаривание, через анализ, осознание, но и понять, что произошло, а потом разработать пошаговую стратегию на будущее. И в завершение мне хотелось бы сказать: не бойтесь признавать свои ошибки, не снимайте с себя ответственности, но сосредотачивайтесь на том, что можно сделать для исправления ситуации. Перефразируйте описание событий, не подрывайте свою самооценку и мотивацию, сосредотачивайтесь на внешних факторах. Например, вместо вопроса «ну что со мной не так?», «почему я какая-то не такая, не такой?», ответ на этот вопрос очевиден, мы все совершаем ошибки, мы все несовершенны. Назовите, что стало конкретно причиной вашей неудачи. Например, усталость, или недостаточная подготовка, или у вас недостаточно опыта, или что-то еще. А про то, как подготовить себя к переживанию неудачи, да, как подготовить себя к какой-то стрессовой ситуации, где может быть фиаско, я подготовила отдельное видео. Посмотрите его, пожалуйста. Это очень важная тема. Называется видео «Прививка стрессом». Мне кажется, это будет очень вам полезно. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, подписывайтесь на меня в Instagram. Обязательно не забывайте оставлять какие-то лайки, комментарии, знаки внимания мне под этим видео. Это окрыляет меня и дает силы записывать и работать дальше. И до новых встреч!